Приветствую вас, дорогие друзья, на своем канале и на новом мастер-классе. Вашему вниманию хочу представить вот такую игрушку, зебру. Буквально несколько слов, маленький обзор. Связана зебра крючком, а платье спицами. Ручки здесь на каркасе, на проволочном. Вот они очень гибкие, подвижные. И если вы решите, например, такую зебру связать на подарок, то можно в ручки вложить любой предмет, там, что связанное там, опять же, сердечко или питомца, или там конфету, шоколадку. В общем, я думаю, будет интересный такой вариант. Если будет, например, на рабочем столе в качестве сувенира, то можно, чтобы она обхватила там лампу или карандаш какой-нибудь. В общем, это такое, просто как вариант. Вяжется эта игрушка достаточно просто и быстро. Вот, так что если вы новичок, если никогда не вязали, то я абсолютно уверена, что справитесь и все получится. Сейчас я отдельно покажу зебру, отдельно платье и расскажу более детально о материалах и инструментах. Вот так выглядит зебра сама. Цвета вы, конечно, можете использовать любые, какие вам больше нравятся. Точно так, кстати, и пряжу можно использовать любую. Чем толще пряжа, тем больше будет игрушка. И если вы решите ручки вот эти тоже делать на каркасе, просто учитывайте плотность и длину проволоки. Вот, можно делать ее и без каркаса, просто так. А ножки, кстати, если хотите, можно делать и ручки, и ножки с каркасом. Тогда зебра сможет принимать любое положение, там сидя, например, даже на стульчике, там нога на ногу. Вот, ну это как больше вам нравится, как хотите. Я просто решила сделать такую игрушечку, простую, легкую, быстро вяжется. В общем, тонкости уже смотрите по вашему желанию. Итак, расскажу параллельно о материалах. Вязать я буду вторую игрушечку точно такую, только цвет я буду использовать не фиолетовый, а розовый, чтобы у меня не повторялись игрушки. Вы же можете любой цвет использовать, какой вам нравится. Итак, белый цвет. Кстати, по расходу пряжи немного нужно, по моточку вот белой, серой там и для волосиков будет по моточку вполне достаточно. Ну а такие детали, как здесь, например, вот под глазками я более яркую ниточку взяла там для розочек, и вот здесь зелененький для лепестков, ну это вообще понемножку буквально. Так что можно даже из остатков пряжи связать, можно сделать разноцветную, вот эту пряди разноцветные, хвостик и гриву. Вот, итак, приступим. По номерам. Белый цвет. Пряжу я использую Ярнард Этамин, тоненькая пряжа, Турция производитель. Это акрил стопроцентный. В 30 граммах 180 метров. И теперь по цветам. Белая пряжа 421 цвет. Серые вот эти вот полосочки я делала. Вот 449 С. Дальше, если решите из такой же пряжи вязать, этот цвет был вот этот фиолетовый цвет 430. Под глазками я делала просто темно-фиолетовым, это 431. Вязать я буду из розовой пряжи, сейчас скажу. Вот хвост и волосики будут 436 цвет, а под глазками я сделаю более яркий, такой вот алый, 437 цвет.
Розочки я вязала крючком номер 0,9 и ниточкой ирис. Это 914 цвет. Вот такой ярнард ирис. Лепесток вот этот буквально чуть-чуть мне потребовалось. Это зеленая ниточка. Я ее уже в прошлых мастер-классах показывала. Линейт, наверное, называется правильно. Вот. На всякий случай цвет это 827. Так, также для зебры, вот для бровок ярнард этамин, это черный цвет был, буквально вообще капельку, 422. Также, что еще здесь? Вот этот цвет я использовала для ушек, такой же, как и для платья. Это 448С. Так, глазки на безопасном креплении. Вот такие. И они, по-моему, 0,5 или 0,7 миллиметров. Сейчас померяю, скажу. Глазки померила 0,7 миллиметров. Можно использовать там побольше, поменьше. Тоже, какие вам больше нравятся. Также потребуется холофайбер наполнение. И для каркаса я использовала проволоку номер, вернее, диаметром 0,9 миллиметра. Вот такая она достаточно гибкая, тоненькая. И для обмотки я использовала вот такой вот обычный пластырь на тканевой основе, для того, чтобы повысить износостойкость игрушки, ну и для безопасности. Также вот здесь для заколочки я использовала бисер. У меня просто остатки были, и я решила сделать вот такую расшивку заколочки и платья. Итак, по игрушке это в принципе все. Вот так вот она выглядит. Вот такая наша зебра Марта. Покажу более детально. И теперь о платье. Его я вязала спицами номер 2,5. Сделала вот такую расшивку. Это тоже по желанию. У меня просто бисер оставался, и захотелось вот такой изюминки добавить. Кнопочка потребуется. Вот такая. Она диаметром 0,5-0,6 миллиметра. То есть небольшая совсем. Если у вас кнопочка большая, то можно просто вот эту вот бретелечку сделать пошире. Это в процессе вязания потом будет понятно. Отверстие для хвостика здесь специально есть. И платье оно с карманами. Вот так выглядит с изнанки. Вот такое. Тоже можно вязать лицевой гладью, изнаночной гладью, как вам больше нравится. Можно вообще узор какой-то сделать. То есть это так для примера. Я буду вязать все точно такое. Так что покажу, расскажу, как я все это делала. Сейчас я его обратно одену и продолжу. Платье одела. Бретелечка идет вот сюда через шею, через петелечку, и кнопочку вот эту застегиваем. Вот так получилось. По материалам хотела еще добавить, я использовала вот такую шелковую ниточку. Это для расшивки бисером. Она просто очень тоненькая, прочная, то есть не оторвется. И вот здесь практически не видно стежков, то есть смотрится аккуратненько. И если будут играться, например, малыши игрушкой, то можно быть уверенным, что бисер вот этот не оторвется. Итак, по материалам это все. Сейчас еще по инструментам. Саму зебру я вязала крючком номер 1. Розочки вот эти я вязала крючком номер 0,9.
платье, чулочные спицы, самые обычные, номер 2,5. Ну, ножнички потребуются, понятно, плоскогубцы для проволоки потребуется, также сантиметровая лента или линейка, также иголочки, тоненькая, если опять же бисером расшивать, для бисера с маленьким ушком, с большим ушком, булавочки вот такие вот. То есть это в принципе все как обычно. Итак, по материалам и по инструментам я в принципе все рассказала. Если вам игрушечка понравилась и хотите создать такую же или похожую, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Я буду очень рада. В следующем видео мы уже начнем вязать ножки. Вот. Я желаю всем вдохновения, желаю отличного настроения. Благодарю вас за внимание и до встречи. Пока-пока.